Друзья, приветствую вас. Давайте обсудим результаты заседания ЦБ, какое решение принято, к чему это приведет. Единственное, я хотел обратить ваше внимание на ряд моментов, которые имеют место быть помимо заседания ЦБ. Так, ну смотрите, в Соединенных Штатах складывается совсем непростая ситуация. Эта непростая ситуация заключается в том, что уже идут открытые дебаты, что если на следующей неделе не начнется восстановление и людей не направить на работу и не снять карантин по большей части, то это приведет к тому, что будет еще один обвал, и здесь уже будет улет в рецессию. И текущие предпринятые меры, выделенные средства, они уже особой роли играть не будут. Поэтому сейчас думают, что лучше сделать, какой способ ухода от этой ситуации более эффективный. С одной стороны, надо бы снимать карантин. Какая альтернатива этому? Альтернатива этому следующая. Отрицательные ставки. Но отрицательные ставки никто не хочет вводить, потому что отрицательные ставки, по сути, это смерть для экономики, и они внесут в себе очень много негативных моментов в плане дальнейшего восстановления. Хотя ежемоментно, то есть для того, чтобы побороть возникшую проблему, они определенную позитивную роль могут сыграть. И на следующей неделе, когда запланировано заседание ФРС, придется либо получить положительный импульс, который будет заключаться в том, что экономика США начала по каким-либо причинам восстанавливаться или идет снятие карантина, или же Фед будет стоять перед непростой задачей по поводу того, что для того, чтобы страна не слетела с катушек в рецессию, необходимо будет вводить отрицательные ставки. Чего, разумеется, никто не хочет сделать, потому что это превратит экономику просто в зомби. Но на текущий момент это вполне может решить имеющиеся проблемы, двухзначную безработицу, падение спроса, трешак полный в экономических взаимосвязях. Но опять же, это средство, оно будет действовать не очень долго, до следующего падения макроэкономических показателей. Поэтому следующая неделя, она будет ключевой по многим вопросам. И следующая неделя у нас 1 мая. 1 мая день трудящихся. И, как вы знаете, sell in May and go in Way. То есть это, в принципе, месяц, когда могут быть очень сильные негативные движения по рынкам. Давайте же вернемся к тому, что сказала наш дорогой председатель Центрального банка Российской Федерации. Ну, его сейчас решили именовать Банк России. Ну, не знаю, как-то больше, с моей точки зрения, на слуху ЦБ. И, по сути, функции это именно ЦБ. То есть все централизованно меняется без, скажем так, акцента на потребности конкретных граждан. Так, ну здесь ставку порезали на 0,5%. На самом деле в текущих реалиях это совсем немного. В момент того, когда ставку снизили, мы увидели укрепление рубля. Хотя это с точки зрения предыдущей реальности кажется парадоксальным. Ну, произошло три события. Но эти три события, они как бы произошли и во всем мире, и в не менее разрушительном виде. И поэтому, ну, текущие реалии, они, конечно, диктуют то, что вот это решение, оно, с моей субъективной точки зрения, оно явно очень слабовато, явно. То есть здесь как бы либо вообще не трогать уж тогда, либо, я думаю, надо значительно снижать, потому что сейчас никакой возможности кредитования ни у кого нету. Даже под такие проценты, они кажутся просто чудовищными. Потому что банки, они же еще накрутят, они накрутят те риски, которые связаны с их работой, и на выходе это будет уже не 5%, 5,5%, а уже будет 7-8%, а то и больше. Но вот смотрите, здесь рассматривается сейчас базовый прогноз. Базовый прогноз предусматривает, что будет повышение цен до $25 за баррель. Правда, здесь, наверное, имеется в виду нефть марки Brent, я так полагаю. И, соответственно, что восстановление мировой экономики и рост спроса на нефть будет носить более или менее стабильно линейный характер. Однако обращаю внимание, что вот эти цены, даже если вот такие цены будут все-таки, здесь какой есть момент. Состояние экономики Российской Федерации, оно определяется не только ценами на нефть, а еще объемом продаваемых полезных ископаемых, в том числе нефти. Соответственно, вот сами по себе эти цифры это ни о чем. Надо смотреть, сколько нефти будет продаваться.
Если ее, как сейчас, будет продаваться там не 9 МБД в сутки, а допустим 3, то даже с этими значениями цен на нефть уровень жизни упадет, не знаю, до среднеафриканского. Он уже как бы находится на грани африканского, упадет до какого-нибудь Чад или ЦАР. Но меня вот, конечно, вот поражает подобные вещи, когда произносятся накопленные огромные запасы нефти, произошло глубокое падение глобального спроса. Но если как бы руководство, которое стоит во главе государства и главе финансовых структур, то есть если они как бы мало того, что таким образом выстроили экономику, что она пошла по сырьевому, по бананово-республиканскому типу развития, то тогда почему вот такой сценарий не предусмотрели? То есть, по идее, если ну, как бы все таким путем идет, должна быть какая-нибудь палочка-выручалочка на этот случай. Но пока этой палочки-выручалочки что-то пока не видно. Но здесь надо понимать, что вот это восстановление нефтяных цен, там, соглашение ОПЕК, они ничего не дадут. Потому что помимо цены есть еще количество продаваемое и нарушение глобальных экономических связей. И поэтому вот вся та ситуация непростая, которая сложилась, она будет достаточно длительное время. И в самой неприятной ситуации окажутся те страны, которые поставляют сырье, то есть Российская Федерация. Но смотрите, вот здесь прогноз, что далее баррель нефти восстановится до 45 долларов в 2022 году. Но такие цены, они были в начале нулевых. И для того, чтобы, скажем так, государство могло как-то существовать при таких ценах, здесь потребуется, я думаю, проводить девальвацию, и очень ощутимую. Но смотрите, здесь по многим показателям в разных странах следует, что ожидают окончания всей этой ситуации с карантинами к 1 июня. Я вот могу сделать такой вывод, исходя из этого допущения, исходя из той информации, которую можно найти в Соединенных Штатах и других странах. Я думаю, такого вообще не будет. Будет краш. Потому что вот для того, чтобы было постепенно, надо, во-первых, ну как бы было предусматривать такую ситуацию, либо до нее доводить. И когда она возникла, надо было реагировать надлежащим образом, а не ожидать, как там все само собой образуется. И поэтому такого сценария, на мой взгляд, вообще не будет. Будет очень существенное негативное движение в экономике. И, соответственно, то есть со всем, что с этим связано. Покупательский спрос, цены на недвижимость превыше всего и возможности людей, их экономические аспекты. Ну, конечно, то есть настроения снизились, потому что, во-первых, упал мировой спрос, нарушились все связи, а на фоне того, что крайне неблагоприятная бизнес-среда создана государством, это носит вообще просто термоядерный характер. Но смотрите, вот здесь у них прогноз ВВП снизится на 4,6%. Вот такой прогноз дают развитые страны. Соединенные Штаты, Германия и так далее. Я думаю, здесь вот это снижение, оно будет измеряться двузначными величинами. То есть в лучшем случае это будет 10-15% падения, а то вообще 20-30%. Потому что экономика страны, которая на 70% зависит от экспорта нефти и газа, при падении цен в разы и отгрузки добычи этих ископаемых, тоже там где-то процентов на 20, на 30 в лучшем случае, а то и больше. Вот такого падения ВВП, оно просто невозможно математически. То есть здесь будет падение процентов 10, 15, а то и 20-30. Это будет катастрофическое падение. То есть вот такое падение, оно возможно в том случае, если сейчас цены на нефть отскакивают и до конца года Brent и Урал торгуются на уровне 30 долларов за баррель. 30-35. Тогда вот эта фраза, я считаю, она будет справедливой. В противном случае вот текущие цены на нефть и цены на нефть до 30-32 долларов за баррель, вот это снижение за 2020 год, скорее всего, реальное снижение, не то, что нарисуют, а реальное снижение, оно будет 10-20% со всеми ужасающими негативными последствиями внутри страны. Я думаю, что такого роста без кардинальных изменений в стране, в политике и экономике его вообще не будет. Будет слабенький отскок дохлой кошки, который захлебнется. То есть без изменения глобальной парадигмы ни о каком росте вообще речи быть даже не может.
Но смотрите, вот это вот такая инфляция 4% это просто бред сивой кобылы. А все цены в том, что производится, они имеют значительную валютную составляющую. Потому что либо завозятся товары с высокой прибавочной стоимостью, то есть которые покупаются за доллары, или же те производители, которые здесь что-то производят, для них функционирование необходима покупка оборудования и сырья за валюту. Ну там какие-то компоненты и так далее. В начале года курс рубля к доллару был 62-64 рубля за доллар. Сейчас он 74-75. То есть уже как бы девальвация на 20%. Как при такой зависимости от поставки различных компонент в валюте может быть такая инфляция? Это просто вообще это ни о чем цифра. Это введение в заблуждение. Вот с моей точки зрения это просто введение в заблуждение. Инфляция будет порядка 20% реальная. Вот я считаю, что на основании состояния экономики инфляция будет измеряться в лучшем случае 15-20% годовых. Это мое субъективное оценочное мнение. Падение внутреннего и внешнего спроса будет, оно просто обвальное. Мы сейчас откатились к уровню начала нулевых, даже хуже. Но смотрите, по поводу дезинфляционного влияния слабого спроса. Но все равно какие-то товары, которые потребляются, их надо за валюту завозить. Количество валюты стало меньше. То есть здесь, как бы, я думаю, все равно будут действия, которые существенно ослабят рубль, и это будет необходимая мера. Там до бесконечности покупкой ОФЗ и накачкой фондового рынка нельзя сдерживать рубль. То есть в конечном счете здесь все равно будет столкновение, и мы увидим ослабление рубля. Мое мнение такое, что 86 это как минимум в лучшем случае. По поводу этих самых товарищей, которые кричат о том, что ФРС печатает деньги, доллар будет обесцениваться, и поэтому все валюты будут укрепляться. Но вы забываете об одной очень существенной вещи, что доллар это мировая валюта. Все остальное это производные и фантики. И за счет эмиссии доллара идет не только как бы поставка платежного средства, но и экспорт инфляции всех проблем. И поэтому, если в Америке начнется инфляция, то первая реакция всех финансовых рынков, конечно, будет укрепление валют против доллара. Но в дальнейшем все валюты они будут снижаться, потому что система выстроена таким образом, что проблемы Америки, в том числе инфляционные или гиперинфляционные, они будут экспортироваться во весь мир. Ну, как бы я думаю, вот, что с такими значениями отрицательными, наверное, мое оценочное суждение, курс рубля будет 80 и выше за доллар. Но вот по поводу факторов неопределенности, я думаю, их будет масса, и мы их увидим уже в самое ближайшее время. Но как бы я вот здесь могу сказать так, что вот по факту снятия всех ограничительных мер, восстановление, оно будет протекать крайне слабо при текущей системе, крайне слабо, если не сказать, что его не будет вообще, от слова совсем. Вот, и поэтому здесь нужны какие-то решительные действия и кардинальные изменения, и без них, к сожалению, ничего не произойдет положительного. А на следующей неделе мы увидим, как будет развиваться события в Соединенных Штатах. Потому что 1 мая там критичный момент, который связан с тем, что может надлом произойти в экономике Соединенных Штатов. И поэтому в течение недели будут предприняты какие-то меры очень ощутимые. Это либо снятие карантина с некоторых регионов, а то и вообще со всей Америки, или как вариант, возможна ситуация, когда возникнут отрицательные процентные ставки. Вот. Поэтому следующая неделя она будет знаковой, и она окажет очень существенное влияние и на российскую экономику, и на весь мир. Все, спасибо за внимание.